Доброе утро с острова Панган. Сегодня мы переезжаем на северо-восток и будем жить на одном из самых лучших пляжей, который называется Тонг Най Панной. Этот пляж — это что-то между Мальдивами и Сейшелами с невероятно кристальной чистой водичкой, с огромными валунами и шикарными отелями. Ну а жить мы будем в отеле под названием Бури Раса Вилледж Копанган. Только приехали, заселяемся, вещи кинули, вещей немного. Сразу же угощаемся с дороги. Дорога сюда, конечно, сложная, но очень живописная. Это совершенно другая часть острова, но не менее красивая. Наш номер еще не готов, потому что нам хотят сделать апгрейд. Есть свободные номера лучшего класса, но сказали, придется немного подождать. И мы здесь нашли спа, думали сначала почилим у бассейна или у моря, но нашли здесь массажку, поэтому я думаю, мы часик проведем как раз на массаже. И сейчас счастливые часы с 10 до 2, цены чуть выше, чем просто в городе или на пляже где-то, но все равно для хорошего отеля цены адекватные. Дождались мы свою комнатку с видом на море, Sea View. У каждого здесь есть свой лежачок. Видите, написано Room номер 10, это наша. Мы живем на первом этаже. У нас терраска такая, можно тут отдыхать, вот ноги помыть. Не просто краник, а чан с такой штучкой. Мне кажется, мы нашли Мальдивы на Пангане. Здесь вот такое ощущение, что ты как будто на Мальдивах. Ты выходишь, у тебя беленький песочек, очень красивый океан, хотела сказать море, очень красивое море с прозрачной водичкой. Кто-то ходит на сапах, кто-то на каяке, такие валуны, большие камни, очень красиво. Давайте вам покажу наш номер, он просторный, очень вкусно пахнет. Обожаю, когда ты заходишь в номер и вкусно пахнет. Есть небольшой диван для отдыха, кровать. Необычно, на самом деле, сложно, как-то прямо возле в углу, да? В углу, да. Первый раз такое расположение встречаем. Большой гигантский телевизор. Можно, кстати, будет сегодня ютубчик посмотреть YouTube. Да, давно мы этого не делали на большом телевизоре. И мне очень нравится именно как вот у них организована вот эта вот зона хранения, шкаф. Просто ты берешь такой чип, у тебя здесь все открыто. Опа, мне нравится мини-бар. Да, и есть чайник, есть чай, кофе бесплатно. Мини-бар, конечно же, платный, но зато он полный, там есть да, и там пиво, хотя бы что-то и есть. кола, и ну и прям если уж хочется Хеннесси. совсем, то и написано, что вам не обязательно вообще комнату покидать, у вас все, что необходимо есть. И ванная миленькая. Отдельно душевая, есть шампуньки, есть гель для душа, полотенца вот так вот, смотрите, так упакованы достаточно стильно, и вода тоже вот так вот спрятана. Ну, то есть все-таки в одном стиле, и это говорит, конечно, о качестве отеля. Очень хочется пить, извините. Ну и, конечно, самое прекрасное — это вид у нас. Ты просыпаешься, тебе не надо никуда ходить, ты просто открываешь свою террасу и выходишь прямо на пляж. Обожаю Панган. Мне кажется, здесь нам не нужно жить. Сюда надо приезжать конкретно на отдых и кайфовать от каждого дня, от каждого часа, проведенного на этом чудесном острове. Я думаю, многих интересует цены, сколько же стоит эта прелесть. Я зашла на Booking, чтобы посмотреть, сколько стоит именно такой номер, потому что нам сделали апгрейд. И такой номер — это Deluxe с видом на океан, стоит $160 сейчас. Но это он на скидке. То есть обычно цены
выше. Но обычный номер, если брать просто Deluxe, King Room, он будет стоить $80. Ну, то есть, в принципе, не так много, это с включенным завтраком, то есть на двоих, поэтому там отнять, грубо говоря, завтрак $20, ну, то есть, если только за комнату, 60, ну, выходит уже стандартно. Вообще, на самом деле, вот если сравнивать, например, Панган, Самуи и Пхукет в плане вот цен на жилье, на мой взгляд, на Пангане именно вот, ну, больше вариантов таких бюджетных, но вот с классным видом, с какой-то изюминкой, то есть, ты здесь вот, например, за $30 всегда найдешь себе классное жилье на Пангане. А на том же, например, на Пхукете или на Самуи за $30 в сутки отель у тебя будет, ну, непонятно что. Да, то есть вот какое-то есть преимущество, реально, вот мы даже сколько раз приезжали на Панган, мы уже, наверное, раз, не знаю, 8-й, 10-й приезжаем сюда, и каждый раз вот мы были очень довольны жильем, потому что вот в разных ценовых категориях всегда очень, ну, высокого уровня жилье. У этого отеля такое необычное расположение, он находится на северо-востоке острова, очень мало кто сюда доезжает, здесь все-таки такое более умиротворение, спокойствие, все-таки туристы все они вот там, вот на Хадрине, где мы были в прошлом выпуске, на Тонг-Сале, на Бантае, а здесь все-таки такое вот, мне кажется, уединение для тех, кто хочет побыть подальше от всех. Давайте немного прогуляемся по отелю, я вам покажу и расскажу, что здесь есть. Вообще отель небольшой, но и не маленький, 65 номеров, очень красивая зеленая территория, несколько зданий, то есть есть стандартные номера, вот они как раз таки расположены, где мы проходим. Есть номера у бассейна, они чуть подороже, 3 этажа, и есть двухэтажные 2 здания, как раз таки, где живем мы, с видом на море. Наверное, это самые классные номера. Нам повезло, что нам вообще сделали такой апгрейд, потому что мы должны были жить в стандартном номере. Ну и территория зеленая, бассейн чистый. Он не глубокий, поэтому и детям будет тут нормально. Здесь постоянно кто-то тусуется с детьми. Сейчас просто обед и немного жарко. Но бассейн радует, хороший. Отель наш расположен прямо на берегу. Здесь такой вот пляжный бар. Мы сразу попадаем в ресторан. Здесь проходят ужины, завтраки, обеды. Так, по поводу, кстати, вот цен на пиво. Маленькое пиво стоит 80 бат. Коктейль стоит 100 бат. И с 12 до 2 и с 6 до 9. Это, видимо, акция, какие-то happy hours, да. Дальше мы проходим и попадаем прямо на пляж. Смотрите, какие здесь клевые качели. Из нашего номера можно в ресторан пройтись по пляжу, можно через сам отель. И вот как раз-таки возле нашего номера, сейчас мы пройдем, покажем, там выдают полотенца. На самом деле, вот мне очень нравится, что вот не нужно заморачиваться с этими карточками. То есть ты просто подходишь, берешь, ну как бы отель небольшой, поэтому здесь, видимо, все как бы на доверии построено. Блин, и каждый раз после того, как ты использовал, только ушел куда-то, твое полотенце забирают, и ты потом берешь новое. Ну, то есть они как бы так в этом плане не жадничают. Вот, и как раз-таки 2 отдельно стоящих здания, одно из них... В нем мы живем, и вот возле него как раз расположена точка, где можно взять каяки и сабборд. Я сегодня с утра взяла сабборд и походила немножко по морю, но были волны. Вот, кстати, классно сейчас, во второй половине дня было бы, потому что сейчас уже море успокоилось, никаких волн нет, немножко отливает, и ну, было бы, конечно, супер. Ну и, конечно же, первым делом мы идем купаться. Песок горячий. Песок не прям совсем беленький, вот немного сероватый такой. Из-за этого, конечно, горячо. Нужно быть аккуратным. Но водичка, ребята. Чем вам не Мальдивы, а? И сейчас как раз прилив, много воды. Далеко идти не надо. Это реально смесь Сейшел и Мальдив, вот на мой взгляд, потому что здесь такие огромные камни, как на Сейшелах. Знаете, что мне нравится? Что здесь водичка, она вот такая вот не супер парное молоко, а ну хотя бы она охлаждает. То есть ты вот опускаешься, ты понимаешь, что тебе не холодно, тебе не жарко, тебе вот максимально комфортно. То есть мне кажется, температура воды сейчас идеальная. Я, конечно, не знаю, сколько это градусов, но по ощущениям, наверное, ну может 25
опять вода, вот так вот где-то. Ну да, хорошая. Очень хорошая. Здесь такая красота, я не знаю, просто я всегда приезжала на этот пляж. Вот мы приезжали на Панган очень много раз уже, раз 10, наверное. Но именно поселились вот на этом пляже, в классном отеле мы впервые. И вообще эта поездка у нас, она такая более как, мы как туристы, то есть мы реально ищем интересные отели, мы в них заселяемся, мы показываем, как проходит вот туристическая вся жизнь. То есть мы не просто по достопримечательностям ездим, мы уже очень много чего увидели на Пангане. У нас есть много видео, все вы можете их посмотреть, найти. Сережа оставит в описании плейлисты. Но вот в этот раз мы именно как туристы, которые приехали и наслаждаются отдыхом, показываем вам классные отели. Кстати, наш отель, в котором мы живем, Бурираса Village, он один из самых лучших по отзывам на Пангане, хотя, наверное, даже сейчас он самый лучший по отзывам. То есть по цене, качеству, по сервису, по пляжу, по расположению отель реально выигрывает. Вот вообще очень рекомендуем его. Еще и с погодкой повезло. Мы нашу поездку на Панган откладывали, потому что день было солнце, потом дождь смог идти, а сейчас мы приехали, у нас уже 4-й день или даже 5-й, прекрасная погода. Римчики на отдыхе. Да, Сережа так говорит про погоду. На самом деле, летом, если выбирать, куда ехать в Таиланд, где сезон, это Сиамский залив. Самуи, Панган и Тау, вообще Сиамский залив в целом, это сезон. То есть, если вы выбираете, куда поехать летом, то вы можете выбрать эти направления, и как бы вы останетесь довольны, потому что здесь прекрасная водичка, здесь, как правило, солнечные дни, но тоже нужно не забывать, что вообще тропики, Азия, в любой момент может прийти циклон и накрыть. То есть даже если это сухой какой-то сезон, вот как сейчас сухой сезон, все равно бывает иногда приходят какие-то дожди, они могут несколько дней идти. Тоже этот момент учитывайте, не думайте, что если вам вот сказали, вот что вот так, или в интернете написано, у погоды есть свои планы на этот мир, на эту землю, и в любой момент она может как-то измениться. Очередной замечательный день на острове Панган. Мы проснулись сегодня пораньше. Сейчас мы отправляемся на завтрак, потому что завтрак входит в стоимость нашего номера. Давайте пробежимся. Сухие завтраки, фрукты. Вот такие прикольные. Папайя даже есть. Здесь у нас что? Печеньки. Красивый завтрак. Все так красиво сделано. Рисец. Все стильно. Так, здесь у нас омлет и сыры, салатики. Слушайте, ну для завтрака очень даже разнообразно. Да, и так все красиво оформлено. Да. Ну, в принципе, весь отель сам очень красиво, детальки у них все продуманы. Да, молодцы, стараются. То есть не просто завтрак, а задизайнили, все так красиво сделали. Всякие ракушки лежат, баночки красивые. Тосты здесь есть, Ну, из макароны. горячего, да, ну прям для завтрака, я вам скажу, очень жирная картошка, вон и курица с соусом, и сосисочки, и бекон, и ветчина. Ну прям молодцы. Я, если честно, немного удивлен. Видимо, я сейчас на завтраке наемся на весь день. Мы заказали с Серегой яйца Бенедикт. Это, мне кажется, вот показатель, когда в отеле готовят на завтрак яйца Бенедикт и яйца пашот, например, и когда есть альтернативное молоко, например, вот у меня соевое. Поэтому завтрак великолепный. Я считаю, очень хороший выбор. И на завтраке так много людей, все так рано встают. Вот, смотрите, как должно выглядеть яйцо Бенедикт. Ой, красота, ну просто красота. Дорогой, вкусно тебе? Как рубрика «Хочу пожрать». Одобряет. Вообще, один из лучших отелей, где мы были, на Пангане. Завтрак просто невероятный. Ну, на Пангане, наверное, даже самый лучший. Да. Обожаю. Хочу показать вам инфраструктуру возле отеля. Получается, мы выходим, и сразу же на выходе есть банкомат.
Есть несколько магазинов, где можно там купальники купить, если вдруг вы там забыли. Ну, то есть какие-то такие именно для купания, для отпуска принадлежности. Дальше мы проходим, здесь есть еще, кстати, Бангкок Банк, банкомат, и есть небольшой магазин. Но это не 7-Eleven, называется Чомпо Мини-март. Ну, вот здесь можно водички купить, какие-то напитки, даже алкоголь там есть, что-то такое минимальное купить можно. Можно здесь шейк заказать, вот цены, кстати, Ice Thai чай, кофе 40 бат, манго стики райс 80 бат. Вся эта улица была раньше оживленной достаточно, но сейчас турпоток уменьшился. Соответственно, что-то закрыто, что-то только открывается. Ну и туристов не так много. Вот если хотите прям, чтобы было тихо, спокойно, это вам сюда. Ну, как видите, все работает, и кафешки, и магазины, все это есть. Даже дальше, если вот пройтись или проехаться, есть 7-Eleven, здесь же можно там байк арендовать. Вся необходимая туристу инфраструктура здесь есть. О, я, кстати, вижу, здесь есть массаж. Сейчас посмотрим на цены. Ну здесь стандартный ценник, 350 тайский массаж, но обычно он обычно либо 200, либо 300, в принципе, дороже, да, но дешевле, чем в нашем отеле. Зашли еще в дайв-центр, спросили ценник. Вот поездка на Котао, 2 погружения на 2 разных точках обойдется в 4500 бат, то есть $150 с человека. Не кислый ценник, потому что если приехать самому на Тао, то там, конечно, в дайв-центрах будет подешевле, потому что, ну, не надо уже будет добираться. А на Котао с Пангана можно легко на спидботе добраться. В паре километров от нашего отеля есть очень красивый viewpoint с видом на Bottle Beach. Оставляем свой байк на парковке и написано до viewpoint идти 15 минут. Это тот маршрут, который мы всегда осилим, да? Ну, 15 минут, окей, ладно. Можно просто сходить. Апрель месяц, очень жарко в Таиланде, ну вот на этой стороне. Поэтому выходить из номера с кондиционером нужно себя прям заставлять. Можно дойти даже до самого пляжа Ботл, но идти туда около часа, поэтому мы не пойдем. Вот поэтому. Я тоже не очень хочу идти, потому что у нас нет кроссовок. Мы приехали на Панган и не взяли с собой кроссовки. И мы это вот только поняли, когда сегодня решили сходить на viewpoint, а нас друзья пригласили сходить на вообще самую высокую точку Пангана. И вот я не знаю, где нам кроссовки взять, чтобы сходить, потому что в шлепках, конечно, неудобно, да и небезопасно идти, особенно ночью по джунглям, не вариант. Ребята, оказывается, можно было паркануться немножко дальше. Видите, вот здесь указатель viewpoint, а мы оставили байк вон там, в конце дороги. Ну, то есть еще 2 минутки можно было проехать. Вот. Тропинка идет через джунгли. Тропинка становится чуть хуже, но все равно вполне себе терпимо. Ну, конечно, берите с собой кроссовки, не будьте как мы. Если бы я тебя не вытаскивала на viewpoinты всякие, ты бы сам ходил? Крыша ходил. Да? Ну да, что на диване, что лежать? Ну, что это, сила, мощь, все дела. Вот это. Трекинги, обожаю. Спорт, турбоспорт. Тропинка красивая. Вокруг камни, лес какой-то. Осталось совсем чуть-чуть. Минут 7. Смотрите, ребята, по пути мы встретили гамаки. Хочешь полежать? Устал? Такой оп, оп, и все. И чилишь. Бесплатно. Фух, прикольно. Нам осталось залезть вон на ту скалу. О, офигеть. Черная вообще, вот туда иди. Так. Последний рывок. Последние метры преодолеваем. Тут уже надо по скале прям ползти. То есть мы вот так вот прошли. И вот туда на камень нужно залезть. Я просто уже весь обтекаю. Мы залезли. Хотя, ну, 15 минут ничего сложного. Но просто такая влажность и такая жара сейчас, что невозможно по-другому. We are the champions. Давай еще выше чуть-чуть. Вот там слева уже Bottle Beach виднеется. А вот сюда можно залезть.
Опа! Все, друзья, мы на самой вершине. Это все мое, панганское. Это мне еще дед подарил. Говорит, вот это вот правнукам оставлю, а это тебе, Серега. У нас есть с Сережей маленькое послание для вас с этого вьюпоинта и вообще из наших путешествий, из Таиланда, с Пангана. Мы хотим вам сказать, чтобы вы мечтали и путешествовали. Не просто так наш канал называется Dream and Travel, что переводится «Мечтай и путешествуй». Если нет возможности путешествовать по разным странам, можно путешествовать по своей стране или уехать в соседнюю страну, в которую есть возможность ехать. Ну а мечтать, мне кажется, нужно всегда, потому что это дает нам какое-то, не знаю, вдохновение, что ли. Такие тяжелые минуты жизненные, это помогает нам не угаснуть. Вот, так что мечтайте и путешествуйте. Мы вас очень любим. Наступил вечер, и мы выбрались сегодня на ужин в отель, не в номере уже, а именно посидеть со всеми вместе, насладиться атмосферой, посмотреть на море, послушать музыку. Вокруг лампочки, выставлен отдельный бар, барбекю, там можно заказать комплекс на 1650 бат на двоих человек. Там много-много и рыбы, и креветки, и кальмары, все что угодно, и вино, 2 бокала включено. Но я не пью, я себе заказала кесадилью, Сережа взял себе тибон стейк, тоже можно заказать гриль отдельно за 400 бат, именно сам стейк. Вот, ждем наш ужин, но я думаю, что будет вкусно, потому что все, что мы здесь ели, было реально прекрасно, здесь очень хороший шеф. Мы рады, что мы попали в этот отель, и если мы когда-нибудь еще приедем в эту часть острова, я бы хотела жить именно здесь. Территория отеля вечером выглядит прекрасно, все подсвечивается, бассейн горит, играет музыка приятная. Классно, чувствуешь себя вот так вот, как будто ты на отдыхе. То есть, когда мы выезжаем в какие-то отели со своего дома, мы реально чувствуем себя, как будто мы в отпуске. Даже несмотря на то, что мы работаем. Мне повезло больше всего, и мне буквально за 7 минут принесли мое блюдо. Я заказывал порк-чоп, стоит 400 бат. Это свинина, настоящий кусок мяса. Поэтому у меня прям слюнки уже капают. Я надеюсь, нормально. Но барбекю здесь готовят каждый вечер. Все быстро, поэтому должно быть вкусно. Класс. К мясу подается картошка с чесночным соусом. Мне, как белорусу, любящему картошку, очень нравится. Картошка вот сделана в фольге, нежная. Небольшой салатик также подается, кукуруза тоже на гриле. И мясо, из-за того, что она готовится быстро, получилось сочное. Мое блюдо – это кесадилья сегодня. Несли ее чуть дольше, наверное, минут, может, 12-13. Кесадилья, кстати, идет с курицей, овощами, с сыром. И дополнительно еще идет небольшой салат, соус. Это картошки фри. И, по-моему, сметана или сыр. Сейчас попробуем. Ну, выглядит даже аппетитнее, чем у меня. Прекрасно, и дешевле в 2 раза. Класс. Ну и, конечно, все это под звуки прибоя. Ну а вот так вот мы перемещаемся между районами Пангана, все вещи с нами. На Самуи мы оставили 2 чемодана, а на Панган поехали с рюкзаками. У меня впереди штатив и техника, у Валюши сзади вещи. Сумочка и рюкзак. Да, и в багажнике еще майки, трусы, носки, ну все такое. На этом наше небольшое путешествие по северо-востоку Пангана заканчивается.
и мы отправляемся на север. Но это будет уже совсем-совсем другая история. Поэтому не забудьте подписаться на канал, прожать лайк этому выпуску. И увидимся совсем-совсем скоро, друзья. Всем пока! This one's for the ride, this one's for who knew I'd make it, just needed some time. This one's for my wife, could've left 1,000 times just so by my side. This one's for the grind, I knew it would happen, just had the strength in my mind. To the videos, they thought I was a black guy, that's hard to get over. I'm foreigner in the sport, but I'm fully devoted. I don't take it for granted that the door's been open. I knew I was different, I knew I was chosen. A breadwinner, but I'm soft-spoken. Authentic like a 5950 and there's no cap. Let's have a toast to that. Let's have a toast for the real